Старик осторожно открывает дверь своей хижины на Аляске и замирает. Прямо на пороге стоит истощенная белая медведица, едва держась на лапах. Она делает шаг назад, и старик видит на снегу рядом с ней маленького медвежонка, который почти не дышит и медленно замерзает. И в этот момент становится ясно. Дикий хищник пришел не охотиться, она пришла просить помощи у человека. В маленькой деревянной хижине, затерянной среди ледяных просторов Аляски, рождественский ужин так и остается нетронутым на столе. Джордж крепко сжимает фонарик и подходит к покрытому инеем окну. Сердце колотится, как пойманная птица. Он стирает ладонью запотевшее стекло и замирает. Снаружи, в голубом свете луны, к окну прижалась белая медведица. Она ужасно исхудавшая, ребра выпирают сквозь грязную шерсть. Но она пришла не охотиться. Ее глаза, мутные от усталости, смотрят прямо на Джорджа. В них нет злости, только отчаянная просьба. Позади него стоит его жена Хелен. Ее руки дрожат, когда она замечает огромный силуэт за окном. И вдруг медведица делает нечто невероятное. Она отступает на пару шагов, наклоняется в темноту и осторожно подталкивает к свету маленький белый комочек. Это медвежонок, совсем крошечный и почти не двигается. Медведица нежно подталкивает его ближе к двери, затем смотрит в окно и издает тихий жалобный звук. Она предлагает своего детеныша людям. Это последняя надежда матери. Она понимает, одна она его не спасет, иначе он замерзнет в метели. Джорджа охватывает страх. Голодный белый медведь – один из самых опасных хищников на планете. Открыть дверь – почти самоубийство. Но медвежонок едва дышит, его слабое дыхание видно в морозном воздухе. Медведица стоит над ним, опустив голову. Она не выглядит как хищник, скорее как проситель. Хелен тихо произносит имя мужа. Они думают об одном – нельзя позволить малышу умереть у их двери. Джордж идет на кухню и берет большой кусок говядины, приготовленный для праздничного ужина. Он приоткрывает дверь и бросает мясо на крыльцо. Он ждет, что медведица набросится на еду, но она даже не смотрит на него. Вместо этого она подталкивает мясо к мордочке медвежонка, пытаясь накормить его раньше себя. Когда малыш не реагирует, медведица снова смотрит на людей. И Джордж понимает, ей нужна не еда, ей нужно тепло. После короткого взгляда супруги принимают рискованное решение. У хижины есть теплый гараж, единственное место, где медвежонок может выжить. Джордж нажимает кнопку, и ворота гаража начинают подниматься. Медведица внимательно наблюдает. Затем осторожно берет медвежонка в пасть и заносит его внутрь. Через окно внутренней двери Джордж и Хелен видят, как она укладывает малыша в дальнем углу. Затем медведица смотрит на них и тихо фыркает, словно разрешает приблизиться. Хелен берет толстое шерстяное одеяло и бутылку теплого козьего молока. Джордж пытается ее остановить, один удар лапой может убить человека. Но Хелен видела глаза этой матери. Когда она входит в гараж, медведица поднимает голову и нюхает воздух. Несколько секунд все замирает, но зверь не двигается. Медведица кладет голову на лапы, жест полного доверия. Хелен медленно укрывает дрожащего медвежонка одеялом и начинает капать теплое молоко ему в рот. Минуты тянутся мучительно долго. И вдруг происходит маленькое чудо. Медвежонок шевелит языком и делает слабый глоток. Глаза Хелен наполняются слезами. Медведица осторожно протягивает огромную лапу и кладет ее рядом с коленом женщины. Не угроза, знак благодарности. Пока снаружи бушует буря, в гараже постепенно становится спокойно. Медвежонок начинает дышать ровнее и согревается под одеялом. Медведица, наконец, съедает мясо, которое принес Джордж. К утру метель стихает. Медвежонок уже бодрствует и тихо пищит, ища мать. Медведица поднимается и мягко подталкивает его. Он неуверенно встает на лапы. Пора возвращаться в дикую природу. Джордж открывает ворота гаража. Внутрь врывается холодный утренний воздух. Медведица выходит, а медвежонок идет рядом. У порога она вдруг останавливается и оборачивается к людям, спасшим ее детеныша.
Затем медленно подходит к Хелен и мягко касается ее руки холодным носом. В этом жесте простое, но искреннее спасибо. После этого она уводит медвежонка в бескрайнюю снежную даль.